Масштабный штурм на Донбассе. Россия применила самую страшную тактику – крупнейшие потери в силе и технике. Путин экстренно запрашивает помощь, переброска десятков тысяч военных. Уничтожение целой области. Центр региона России стирают с лица земли. Настоящий апокалипсис на юге Федерации. Теракт в столице. Полиция объявила план перехват. Эвакуация почти миллиона человек и разрушительные последствия. Об этих и других событиях к вечеру 26 июля. Воскресный вечер. Время узнать главное перед началом новой недели. Все самое важное в одном выпуске. Это «Нехта». С вами Дарья Петрова. Начинаем. Впервые за несколько месяцев. Один из самых масштабных механизированных штурмов. Москва пошла на кровавый таран и пустила в бой тяжелую технику на Донбассе. 2 бронеколонны 90-й танковой дивизии, усиленные кучей небронированной техники, попытались прорваться у Шахова в районе Доброполья и Дружковки. Штурм длился около 4 часов. Первый корпус нацгвардии «Азов», который держит оборону здесь почти год, отбил бронепрорыв. Итог для россиян плачевный. Сожжены 7 танков, 6 бронемашин, реактивные системы «Град» и «Торнадо-С» и около полусотни единиц легкой техники. Противник прямо в ходе боя попытался навести понтонные переправы, но их разнесла тактическая авиация воздушных сил ВСУ. Этот участок сейчас едва ли не самый важный на всем Донбассе. Прорвись Россия к Доброполью или Дружковке, и она получит огневой контроль над дорогами на Славянск и Краматорск, ключевые города региона. Ради этого в ход и погнали тяжелую технику. Колонны гонят напролом просто, чтобы подтащить пехоту поближе к передовой. И даже если половина солдат поляжет по дороге, вторая доберется до позиций и полезет дальше. По-настоящему людоедская тактика. Все попытки прорвать так называемую килл-зону, а это около 40 километров простреливаемой дронами территории, заканчиваются грудами уничтоженной техники. И то, что Россия бросила в бой столько брони сразу, говорит только об одном. Время поджимает. А своих у РФ, похоже, все больше не хватает. Вот и приходится звать чужих. Президент Украины заявил, что Москва готовится принять еще 30 тысяч северокорейских военных. Под них с июня оборудуют базу в Воронежской области. Все потому, что армия РФ несет потери быстрее, чем успевает набирать пополнение. Цифры Зеленский привел жесткие. За неповних 7 місяців. За неполных 7 месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек, а потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча убитые. А в придачу Пхеньян собирается передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Но, как предупреждает Зеленский, эта дружба с КНДР опасна не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться войне, улучшает их оружие, дает опыт его реального применения. Это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Потому Зеленский и призывает союзников давить на Россию сильнее, чтобы сбить ей аппетит к новой мобилизации и подтолкнуть к миру, пока она не загнала под ружье еще больше своих людей и новые отряды корейцев, которым тоже суждено погибнуть на чужой войне. Когда у России не клеится на фронте, в ход идет самое смертоносное оружие – Мария Захарова. Официальный представитель МИД разразилась гневным заявлением, обвинив Украину в ударах по мирным в Кирове и Запорожской области. Стоит отметить, что все данные о погибших мирных идут исключительно от российской стороны и Следкома, который тут же завел дело о теракте. В любом случае, в ход пошел весь арсенал. Звериный нацистский оскал, укронацисты и победные реляции о военном поражении Украины. Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего. Почему-то Захарова всегда вовремя замолкает, когда Россия десятками убивает гражданских в Украине. Каждое слово ее рутинной тирады с куда большим основанием применимо к самому Кремлю, который как раз и бьет по спящим семьям в жилых домах. Но зеркало в МИД России, как известно, не завезли. Владимир Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершенное преступление они жестоко поплатятся. А вот и, как выразилась Захарова, расплата. Новая ночная атака по мирным жителям. По украинской столице били баллистикой. 3 пострадавших. На Харьковщине под обстрелами оказались сам Харьков и 1,5 десятка населенных пунктов области. Пострадали 7 человек, среди них ребенок. В Кривом Роге удар реактивными шахедами пришелся по строительному гипермаркету «Эпицентр». Здание, можно сказать, уничтожено. Вместо того, чтобы согласиться на перемирие в воздухе, о котором сейчас как раз идут разговоры, Кремль оправдывает все новые удары ответкой за Вайлдберрис. Вот только память у Москвы короткая.
Худшее, она сама развязала террор против гражданских объектов, терминалов новой почты и обычных предприятий. Да и всю войну, если уж на то пошло, тоже начала она. Кстати, о Wildberries. Вчера интернет-пользователи массово писали, будто Marketplace убрал с полок товары для так называемой СВО, так как удалил данный раздел. Якобы испугались. Вот только на деле их просто переложили в другие разделы. Бронежилеты внезапно оказались в категории «Спорт», а FPV-дроны в ТВ, аудио, фото и видеотехнике. Хотели схитрить? Не вышло. А учитывая, что удары по гражданским украинцев только злят, в ответ россиянам прилетит еще крепче. История с ударом по иранскому судну на Каспии набирает обороты. Напомним, украинские силы поразили в Каспийском море судно теневого флота. Одно из них оказалось иранским. Теперь Тегеран официально вызвал украинского дипломата, назвав удар актом агрессии, и потребовал реакции Совбеза ООН, пригрозив, не колеблясь, защищать свои интересы. А неофициальные иранские каналы, как мы уже рассказывали, и вовсе грозят Украине баллистикой. При этом Иран божится, что никогда не вмешивался в войну России против Украины. Смело. Учитывая, что весь мир видел иранские шахеды, которыми Россия утюжит украинские города. А вот по другую сторону реакция прямо противоположная. В США украинские удары поддержали. Магоблогерка Лора Лумер, недавно посетившая Киев, поблагодарила силы обороны за работу. Украина сейчас уничтожает иранских исламских террористов, пытающихся убить американских солдат. Спасибо, Украина. А в российских Z-пабликах, наоборот, тихая паника. Там сложили 2 и 2, удары Украины по иранским судам и удары США по Ирану, и всерьез забеспокоились, что Киев и Вашингтон действуют заодно. Каспий сегодня полыхает не меньше Черноморья. А помните, как Донни ненавидел Зеленского? Но Украина выстояла под натиском Трампа, когда Вашингтон раз за разом подталкивал ее к капитуляции, потому что четко осознает, за что борется. Человек, о котором почти год никто ничего не слышал, попался. Журналисты телебачення Торонто вияснили, где обитает Віктор Янукович. Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Беглец обосновался в закрытой резиденции под Сочи и отгрохал себе, по сути, новое Межигорье. 3 гектара, несколько домов, сад, теплицы, часовня, пруд с видом на море и горы. Прячется он под чужим именем, предположительно, как некий Олег Леонов. А его бывшие охранники, сбежавшие вместе с ним, теперь служат в российской ФСО. Сын живет под другой фамилией, у родни недвижимость на десятки миллионов долларов и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. И если на Медведчука Кремль, похоже, делал ставку как на будущего главу захваченной Украины, то зачем он держит Януковича? Загадка. Разве что про запас, как якобы последнего легітимного президента. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. А если так, то с восприятием реальности у кремлевских стратегов еще хуже, чем мы думали. Последний раз голос Януковича было слышно аж в сентябре 2025 года. И с тех пор тишина. Сидит теперь в своем сочинском поместье и ждет отмашки, которая, может, уже и не придет. Трагедия в крупном городе. Во время ЛГБТ-прайда в Берлине белый фургон на скорости въехал в толпу. Погибла женщина. Еще как минимум 16 человек ранены. 3 в критическом состоянии. Организаторы тут же свернули мероприятие. На большом экране у Бранденбургских ворот замигало слово «эвакуация». Водитель с места скрылся. Полиция Берлина установила личность и объявила в розыск 21-летнего мужчину. По данным немецких СМИ, он и раньше был известен правоохранителям и предположительно связан с исламистской средой. Из исправительного учреждения его выпустили лишь в мае этого года. Впрочем, действовал ли он один или с сообщниками и что вообще им двигало, пока неизвестно. Следствие только разбирается. Настоящий апокалипсис. Российский город уничтожают. Правда, делают это не вооруженные силы Украины, а природа. Ростовскую область накрыла стихия. Шквалистый ветер, гроза и ливень за какие-то полчаса повалили сотни деревьев, опрокинули машины, срывали крыши, остановки и дорожные знаки. 1 человек погиб, 13 пострадали, 7 увезли в больницу. Обращений в экстренные службы десятки тысяч. Без света осталось не меньше 15 городов и районов. Следом пропала вода. Из-за обесточенных подстанций задержаны почти 90 поездов. Штормовое предупреждение действует и сегодня, а как пишут местные, света и связи нет до сих пор. Отчаявшиеся ростовчане обратились к Путину, но вовсе не из-за стихии и разрухи. Просьба у них другая. Владимир Владимирович, приезжайте на юг России, хотя бы на день, это очень нужно. Несмотря на стихийное бедствие, люди явно держат в уме недавний случай. Когда Путин приезжал в Иркутск, там на заправках вдруг разом подешевел бензин. Смотрите, смотрите, смотрите. Фокусируется. Чё? Сколько? Я потерял до речи. Офигеть!
Вот южане и зовут к себе народного лидера в надежде, что хоть на денек к приезду начальства и им плеснут дешевого топлива. Правда, придется еще и в очереди постоять, пока дорогу, по которой едет кортеж Путина, наглухо перекроют силовики. Сидим в машине, в жару, чтобы проехал Владимир Владимирович Путин. Ну ладно, постоим. Не зря же говорят, что народ сверхдержавы обладает сверхтерпением. Но терпят россияне не только очереди и кортежи. В Новороссийске местного жителя суд признал виновным в мелком хулиганстве за один единственный комментарий в Телеграме, причем в паблике с нытьем зетников, где он, по версии полиции, назвал Путина «пыпой». Все, больше ничего, просто прозвище. Но правоохранители, или лучше сказать Путин-охранители, усмотрели в нем явное неуважение к главе государства и наказание под стать абсурду. При доходе около 30 тысяч рублей в месяц мужчине впаяли штраф в 90 тысяч, 3 его зарплаты. Он объяснял, что написал сгоряча, просил учесть материальное положение. Не помогло. Вот интересно, платформа свободы слова Бонни с командой Соловьева, о которой мы рассказывали ранее, будет бороться за это, чтобы каждый россиянин мог назвать Путина или другого представителя власти РФ так, как ему вздумается. Или это другое? Стихия бушует не только в России. Юг российского соседа тоже штормит. Самый мощный с начала года тайфун Наул дошел до Китая. Задело побережье провинции Гуандун и Гонконг. Порывы ветра срывали обшивку с домов, валили деревья и строительные конструкции. Отменены сотни авиарейсов. Транспорт остановлен, школы и госучреждения закрыты. Из опасных районов вывезли по разным данным от 700 до 800 тысяч человек. Сейчас тайфун понемногу теряет силу, но главная угроза только начинается. В южных провинциях объявлен высший уровень опасности из-за возможных наводнений. Местами за 2 суток может выпасть до 1,5 метра осадков. И пока на юге бушует тайфун, другая часть Китая изнывает от жары. И вот там, в местном зоопарке, придумали кое-что очаровательное. Настоящее летнее меню для пушистых обитателей. Красным пандам, енотам и капибарам теперь подают фруктовое мороженое, охлаждающие овощи и ягодные сорбеты. Причем каждому свое, с учетом вкусов и повадок. И пока вы смотрите, как капибара невозмутимо ест, напишите в комментариях, нравятся ли вам такие новости в финале. А на этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами до конца. Утром снова увидимся с командой Нехта.